Как помыться не оказалось еды. Багажную систему неожиданно. Это просто кайф. Итак, друзья, сегодня второй день путешествия. Я вам расскажу про багажную систему, которую я соорудил для Toyota Yaris, трехдверки, на которую нет никаких штатных систем, чтобы крепить багаж. Крыша гладкая, без всяческих креплений под молдингами. Вообще ничего. Я придумал вот такую систему обвязки. Это поперечная стропа 50 мм, очень плотная. И две продольные стропы. Поперечная стропа идет внутрь через дверные проемы и фиксируется здесь на двух пряжках. Также не то чтобы прям это была сильная фиксация, но такая дополнительная. И еще тут такие петли пришиты, я пришил, и специально поставил ручки, которых здесь не было, вот эти, и сделал растяжку здесь и там тоже такая же. Сейчас покажу сзади. Сзади вот это все идет через заднюю дверь и опускается штатным полукольцем на карабин, крепится. Здесь тоже на двух пряжках затяжка. Здесь тоже я вшил кольца, на которые стропой 5 мм. Сделал растяжечку туда, вон, до той стропы. Тоже немножко стягивает систему. Дальше здесь стропа на петли, и они держат наш багажный бокс, мягкий багажный бокс. Вот здесь. Здесь я вшил стропу с полукольцом таким, и она стягивает бокс. Но самое интересное — это вот эти системы. Здесь внутри магниты достаточно мощные, но, к сожалению, в России магниты N52 невозможно найти. Это N38 магниты. Чтобы их усилить, я придумал, во-первых, стальная проволока 3 мм вшил через вот такие вот петельки. И здесь фиксация на липучке, чтобы удобно было снимать в случае чего. Здесь также. А здесь тонкая, по-моему, 1,5 мм стальная пластина, которая продается в рулонах для мебели, стяжки мебели. Нарезается и закрепляется прямо на стальную проволоку. Таким образом, стальная пластина делает магнит сильнее, то есть он сильнее будет работать в одну сторону, то есть он становится почти односторонним. Тут, конечно, сверху тоже будет магнититься, но нужен более толстый металл тогда, чтобы он стал полностью односторонним. Таким образом мы сделаем его сильнее. Здесь тоже на пряжке притягивается продольная стропа к поперечной стропе.
там точно такая же система. Вот. Ну а дальше закрепил багажный бокс, который можно найти на Алиэкспресс, на Озоне. Можно на Авито найти старый, что, собственно, я и сделал. Я его еще дополнительно прошил плотно, чтобы все было как я люблю. Вот. И дальше обычные стяжки вот с такими крепежными карабинами. Итак, друзья, приезжаю в какой-то поселок Восточный. Тут не оказалось еды. В предыдущем кафе тоже не оказалось, потому что у них не работало электричество и не было воды. Но добрая тетенька мне подсказала, где можно набрать воды. У них рядом с заправкой есть родник. Я сходил, заправил технической воды, канистру. Вот здесь еды тоже не оказалось. У них какой-то технический перерыв. Время 2 часа. Жара 29 градусов. Вот. Ой, что-то я разогнался. Здесь какие-то ремонтные дороги ведутся. И гонять нельзя. Но гонять ко мне не относится, потому что я еду 70-80 километров. Машина нагружена грузом 100 кило. Казалось бы, это, в общем-то, немного, но почему-то ощущается, что она идет как-то тяжелее. Так что едем вперед. Я перекусил бабаськой и йогуртом. И все-таки хочется найти какую-то стояночку, кафе, где хорошо поесть. Йоу. А теперь чай. Я взял с собой термос и специальная ситечка, которая закрывается на резьбу. И вот этот вот сосуд помещается прямо в термос. Он в диаметре, по-моему, до 30 миллиметров. Так что совершенно спокойно входит, наверное, практически в любой термос. И в кафе я попросил, чтобы мне залили кипяток, и у меня сегодня свежий чай листовой, заваренный в термосе. Кайф. Так, давайте расскажу вам, что у меня за путешествие, как оно возникло. Я готовился к этому путешествию 3 месяца с известной каштановской скрупулезностью. А задумка была такая. Я еду на своем автомобиле. Это Toyota Yaris. 1-литровочка, 3-дверочка, 3 цилиндра. То есть она такая, это мой Бубамар мобиль, забрендированный, обклеенный
логотипами моего оркестра. Вот. Как я уже говорил, к сожалению, никаких штатных систем для багажа не существует для Яриса с гладкой крышей, ну и подобных машин трехдверочек. В общем, отделили нас багажниками. Есть единственный штатный багажник. Я писал в Польшу, откуда, собственно, этот автомобиль, в Toyota. Мне сказали модель, что вот существует такая модель для Toyota Yaris, но в России, конечно, его нет, не найти. Поэтому я придумал свою багажную систему, о которой я вам уже рассказывал. Так вот, еду в Грузию. Сначала я еду в Батуми. Там меня ждут друзья, у которых нужно будет остановиться, отдохнуть. Вот, потом надо будет искать какое-то жилье. Общаюсь с местными музыкантами. Возможно, сделаю какие-нибудь концерты. Может быть, получится организовать какой-нибудь Любомара, Грузия филиал, чтобы давать концерты. Потом еще планирую заехать в Армению. Там тоже друзья звали. Вот, и там тоже можно будет пообщаться с музыкантами и что-то, может быть, тоже выступать. Еще, кстати, можно будет съездить в Турцию. Ну, посмотрим. Вот такие планы. Я везу с собой все, что мне может понадобиться в музыкальной деятельности. У меня с собой 2 гитары, акустическая и бас-гитара. Они как раз на крыше. Еще там рюкзак с фотооборудованием тоже на крыше. Потому что я люблю снимать. У меня Canon 70D и несколько разных объективов, включая зум-объектив, ширик и на разные уровни освещенности. Также я везу все свои дудки. Это альт-саксофон, сопрано-саксофон, флейта, труба и флюгельгорн. Все это в чемодане. Для них я специально искал огромные XL чемоданы Samsonite, старые модели, которые делали такие бронебойные кофры. Также я везу с собой домашний компьютер с монитором. Это второй чемодан. Тяжелый получился. В общем, у меня, по сути, с собой целая домашняя студия. Друзья, как помыться в походных условиях? А вот так вот. Смотрите. Я беру, сейчас покажу, вот такой коврик, ну, тент. Привязал его к крыше, зафиксировал магнитиком. Вот, и у меня ширма. Потом я беру вот такой вот походный душ. Сейчас я залью туда водичку, заранее подготовленную, и покажу, как это работает. Итак, прикрепил ее тоже на шнурках, на карабинчике, налил водичку и, собственно,
Водичка течет. Сейчас помоемся. Холодная. Офигенно. В жару. Это просто кайф. Друзья, еще один день приходит к концу. Вечереет. Уже почти 9 часов. Я после душа еще отдыхал на вот этой полупустынной трассе и решил еще доехать до следующей заправки. Это час езды. Вообще ночью приятнее ехать, очень прохладно, нет этой жуткой жары, нет большого количества машин, которые тебя прессуют, потому что ты едешь со скоростью 80-90, а им хочется больше. Вот. Так что неожиданно. Так что